Всем ассаламу алейкум, это одна из рубрик на моем канале «Откровения чеченцев», и я давно не снимал такие выпуски. Дело в том, что мне не очень нравилось то, как это выглядело раньше, и поэтому я как-то затянул с продолжением. Напоминаю тем, кто не знает, в эту рубрику попадают герои моих предыдущих выпусков, которые, на мой взгляд, недостаточно раскрыты, и я хочу еще ближе познакомить вас вместе с ними. Сегодня наш герой Ахмад, которого многие из вас уже знают. Я в описании добавлю ссылки на все выпуски, в которых он до этого дня участвовал. Если еще не знакомы с ним, обязательно посмотрите. Это потрясающий человек с огромным сердцем, и я хочу познакомить вас с ним чуточку ближе. Это он там едет? Ахмад, ассаламу алейкум. Я тут в гости приехал, а тебя дома нету. Ты где был? Субботник где же? Мы тут с Булатом пока чай пили, пока тебя не было. Булат. Малиновый чай. Чай мордукой. Я тебя поздравляю с тем, что выпуск с твоим участием уже преодолел отметку в 1 000 000 просмотров. Там, где ты показывал, как ты косишь сено, один человек решил подарить тебе кое-что. Я привез сейчас, как бы поэтому и приехал к тебе. Смотри, сейчас принесу. Держи, это... Давай откроем, посмотрим, что тебе передали. Это парень по имени Иван. Да? Парень по имени Иван передал тебе, сказал, что это очень сильно облегчит огромное твой труд. Давай посмотрим, что там. Ого. То, что необходимо, да, в горах? Ну, как это? Хорошая вещь, я просто не разбираюсь. Это очень необходимая вещь, особенно когда живешь в горах, когда держишь скот. Ну, смотрим, как звучит. Сталь хороший. По звуку тоже можно что-то определять? Когда такой звонкий звук, сталь хорошая получается. И когда ты точишь, она быстро не тупит. Не тупеет, да? Острый долго остается. Посмотри, что там, вот в этом пакетике что? Это есть что? Точило? Точило. Кольцо. Закрепить косу. А это желтое что такое? Это для удобства. Точило сюда ставишь. Кобура, да? Да. Это что, инструкция? Смотри. Это записка и инструкция. Что там написано? Долго придется читать. Для меня, как для путешественника и создателя контента, очень важно знать язык, на котором разговаривает почти весь мир. Ведь это очень круто, понимать друг друга и получать информацию из первоисточников. И чтобы выучить английский язык, мне не нужно куда-то ехать или идти, я могу заниматься своими обычными делами в любой точке мира. Мне нужно лишь устройство с доступом в интернет, чтобы заниматься с преподавателем в удобное для меня время. Со Skyeng вы можете определить свой уровень английского и выбрать подходящую себе программу. Теперь не обязательно сидеть и зубрить учебники, можно учить английский со Skyeng и получать от этого удовольствие.
Переходите по ссылке в описании и используйте мой промокод, чтобы получить 2 бесплатных урока. А если совершите оплату сразу после регистрации, получите до 5 уроков в подарок. Изучайте английский язык вместе со Skyeng. Ну как, хорошие косы? Отличные косы. Может, испробуем их в деле? Проверим? Пробуем. Как раз сейчас у тебя начинается сенокос. Да. Они вовремя подъехали. Очень вовремя, кстати. Спасибо вам, Иван, за подарок. Было очень приятно. Российское производство в сторону. Ты помнишь, сколько тебе было лет, когда ты впервые взял в руки косу? Где-то 13. 13 лет, да? Да. И с тех пор каждое лето ты косишь, да? Почти каждый. Тебе это нравится или просто из-за того, что необходимо это делать? То, что необходимо, я могу чистой газонокосилкой тоже, но это для удовольствия. Чтобы Да, забыть. кстати, надо же это сказать, что у тебя есть разные косы, да, и газонокосилка, и как они называются? Чехословацкие. Это блок. Мотоблоки, да. Я первый раз вижу такое. Что ты сейчас делаешь? Ну это чтобы коса ровная была. Это ты так уровень своей ладошкой измеряешь? Ну, некоторые так делают, да, некоторые веревкой отсюда и отсюда мерят, чтобы одинаково Покажи было. еще раз, это интересно было. Как это Ровно работает? руку ставишь, Ага, косу тоже. И вот просто косу сдвигаешь, ага. и чтобы она немного вот так получается, чтобы у тебя она как кисть. А если Ого. будет ниже уйдет, то неправильно? Ну, да? если ниже, вот кассет сложнее будет. А. Если она наружу выйдет, то еще сложнее. Короче, сейчас какой у него нормальный уровень? Сейчас, да, сейчас уровень нормальный. Уверен. Интересный метод. А это веревкой, да? Да. И как это работает? Ну вот с этого конца берешь и на этот кончик, А. если совпадает, значит почти ровно. Ровно, да, у нас? Да, если мы сейчас примерно сдвинем, получается, видишь, отсюда уже уходишь. А. Если, Она так легко регулируется? ну если умеешь, да. Не дотянет, если вот это, чтобы ровно было на угол. Ну все, а вот, это уровень. Да. Ну что, может уже пора испробовать? Попробуем сейчас. Трава в этом году, в этой местности выросла маленькая, но все равно попробуем сейчас. Почему маленько? Дождей мало было? Да, в начале весны дождей мало было, поэтому трава так маленькая осталась. Ну что, есть разница между той косой, которая у тебя была? Разница большая, качественно хорошие косы. Вот ты здесь как бы всю жизнь живешь в этом районе, в селе. Чем занимаются местные жители? Работа есть какая-нибудь? Кто работает, кто администрации, кто РОВД, кто на стройках. Вот ты как бы постоянно работы же у тебя нет, да? Я знаю, разные подработки бывают. Да. Может, расскажешь, чем ты последний раз, где ты работал последний раз? Последний раз дома. Ступенька была долгий, наверное, Не, я имею в виду вот ахч допуш мети, я.
Ну, который строится башни. Вот там вместо плитки, как дикий камень, олося на землю. На стройке, конечно, работал, да? Стройка. И так вот, когда что-то где-то строят, местные жители так себе работу, да, находят. Просто и многим интересно, ну, на что живут люди, которые в горах, так скажем, проживают. Откуда деньги? Мы-то с тобой живем и понимаем, что как бы много денег для счастья не надо, но все равно интересно многим, откуда заработок. Животных вы, может, разводите. Коровы примерно осенью обычно, когда они уже жирными становятся, и их продаем. Кто на где стройках, кладку камня, кирпича, кто-то в Россию на экскаватор. Ну, на подработки ездят, да, люди? Да, на шабашку. Ну вот давай поговорим о тебе конкретно. Ты на стройках подрабатываешь, Да. разводишь животных разных, да? Корову у тебя есть. Коровы, бычки, в основном камень, кладка камня. Сейчас сенокос, у тебя сколько времени на это уходит? Где-то, смотря как работать. Ну, Если там средний. погоды тоже, смотря дожди, тогда уже затягивается. А так, если там 3-4 дня на мотоблоке покосить, собрать, принести домой и все. 3-4 дня, ты же говорил месяц. Ну, это долго так уходит время. По чуть-чуть, да? Да, если ты там подряд 3-4 дня косить, это уже достаточно. Если эта косилка нормально работает, Ну если это там как бы погода позволяет, да. для твоих животных, да, ты собираешь? Да. Понятно. Сколько? Много у тебя поголовья, или как это называется? Больше 20 где-то так. Коров, да? Да, бычки, коровы, телята. А вот сейчас летом, вот сейчас в данный момент, где они дома, ты столько же не держишь? Ну, пару штук вот там пасутся. 7 штук, остальные в горах там. Ну, в основном летом мы все вместе, которые в села, скот собираем и в горы отводим, и там они пасутся, там по 2 человека меняются, смотрят за ними. Кто смотрит? Ну, у кого коровы там есть. Все по очереди? Да, они по 2 дома, короче, по одному человеку с дома, по 2 человека там дежурят, смотрят за коровами. Ты уже дежурил в этом году? Да, можешь пойти посмотреть. Посмотреть? Да. А сейчас у тебя сколько ты говорил, по 2 суток? По 3. По 3. В этом году по 3, посмотрим в следующем году как. Ты уже дежурил, да? Да, я недавно закончил. Интересно будет посмотреть. Да, сейчас пойдем посмотрим там тоже. Не думал, вообще мысли у тебя были уехать отсюда куда-нибудь в другое место? Ну, именно, чтобы работа какая-то стабильная была. Пока нет. Тебя устраивает? Здесь легче работы я нахожу. И то потом я дома тоже себе буду здесь жить, принимать гостей, которые приходят. А то если я тоже уйду, здесь некому будет приходить в гости. Да, это точно. Расскажу вам, как мы познакомились с Ахмадом. Была очень интересная история. Когда я первый раз приехал в это село, об этом, кстати, тоже есть видео на канале, мы возле мечети встретили его двоюродного брата, и он сказал, как раз он тоже был в гостях у Ахмада, и говорит: пойдемте, мой брат делает очень вкусный травяной чай, вы обязательно должны попробовать. И вот с тех пор, можно сказать, я подсел на этот чай. На этой территории мы пасем летом скот. Да где-то до середины или 20 сентября так где-то собираемся. Пока трава есть, да? Да, а потом, пока в селе сенокос закончится, здесь оставим, а потом заберем домой. Вот здесь половину только где-то видно, остальные туда ушли.
сейчас ребята, которые здесь дежурят, они просто как бы следят за ними, да? Или охраняют от чего-то? Ну, Бывает? они следят, да, чтоб там медведь не зашел. или Медведь волк, бывает чтоб, да. приходит? Ну, пока что так не видно, но бывает медведь, потому что одна корова по болезни умерла, туда, короче, она ее утащила и там съела. Медведь съел? Да, Ничего медведь, себе. потому что там Это корова. когда? Недавно было? Да, это где-то месяц назад, что ли, так. А волки бывают? Волки тоже бывают, но пока что они коров не трогают, потому что это электропостов. У нас полная территория. Огорожена, да? огорожена, да. Поэтому, а так, чтобы коровы не вышли, чтобы медведь не смотрят, чтобы не потерялся, вечером собирает вот туда скот и под прожектором оставляет, следят. Так, вот ребята с Шароя, сейчас их очередь, да, пасти коров. Сколько у вас сейчас здесь численность? Да, общая. По 200 грамм. Трудно как-то следить за ними? Как вообще день проходит? День вот так проходит, целый день. За То есть чаем. они пасутся, а вы здесь, Ну, можно сказать, балдеете, да? ну, Друзья, скажите, напишите в комментариях, не лучшая ли это работа в мире. Буквально 10 минут назад здесь открывался обзор на всю эту долину, и сейчас что-то невероятное за моей спиной. Не знаю, как вы, но я ничего красивее еще не видел в этой жизни за 28 лет. Невероятно. Когда ты говоришь, твоя следующая смена? Через где-то... Бастадис ощущение. очень рано еще буду. Два, у них 3, через 5 дней. Через 5 дней? А сколько у вас человек всего меняется? Ну, 4 смены. Такой завтрак здесь почти каждый день. Так, это у нас чепелкш, домашний сыр. Это как называется? Это блинчики. Это тоже сладкая такая штука, не знаю, как по-русски называется. Мед. Черничное варенье собственного производства из черники, которая собрана здесь же в горах. Это кизил, тоже местная, и сметана домашняя. Мощно. Ама, у меня вопрос. У тебя есть загранпаспорт? Нету. Давай мы сделаем тебе загранпаспорт, и ты полетишь со мной в Панкисию. А ты хочешь туда поехать? А знаешь, как мы это сделаем? Как? С помощью авиасейлс. Это поиск дешевых авиабилетов. Ссылка в описании. Свобода. Они уже знают, да, свой маршрут? Да, все. А эти что, не уходят? Этих пока оставляем. Почему? А? Почему? Подсосный. А он тут убежал. Его отпускает. Он с баранами привык. А эти убегают. Это каждое утро ты их, да, запускаешь? Выпускаешь, запускаешь. Да. Ба. Амат, вот если жить здесь и не разводить животных, это возможно?
Возможно, если у тебя есть стабильный доход. Не, имею в виду, если ты как бы нигде не работаешь, у тебя есть только вот твой дом, там огород, в котором ты какие-то овощи выращиваешь. Конечно, возможно. Этого хватит? Но хватит, но лучше держать, если здесь не так уж сложно их держать. Утром выпустил, вечером загнал. Тебе не надо целый день за ними бегать. Ну а вот в случае с коровами, например, вы же там их пасете, если бы их вы их не собирали там в кучу, то их надо было бы Но тебе это пасти? уже в горах. Нет, я имею в виду, если бы вы не все вместе их не собирали бы, отдельно свои у тебя только были бы, тебе надо было бы их самому пасти? Но если в горах пришлось бы, а так здесь не надо. Обычно зимой, осенью, весной они сами ходят здесь. Только летом на 2-3 месяца туда. Мгм. Понятно. Это они уже знают, да, куда им надо? Они сейчас вон туда к воде. Вон туда, да? Да. О, как все продумано. Вон там речка, друзья. В ней Ахмад иногда ловит рыбу. Да, кстати, ты же любишь рыбу ловить. Мы не сказали про это. Сейчас там вода мутная, да, мы не можем. Ну да, мутная, трудно будет поймать. Ахмад все-таки не удержался и говорит, поедем попробуем поймать рыбу. Сейчас мы у реки Шаро-Аргун, посмотрим, что у него получится. Сейчас он хочет сделать удочку из ветки. Это что будет, самодельная удочка? Да, сегодня попробуем. Ты так уже делал? Раньше, когда удочку достать была проблема. Это что? Это пучки, свинец. Ну что, как продвигается? Вода мутная, рыбы нету, не клюет что-то. Ты же не сильно расстроишься, если мы ничего не поймаем? Мы пробуем. Еще не знаю, как закончится эта рыбалка, поймает он что-то или нет, но заранее хотелось бы сказать, чтобы вы не расстраивались, если не поймает. Я знаю, что он умеет, и на канале есть несколько видео, подтверждающих это. Просто не хочется на это много времени тратить. Как обычно, в первые часы, когда приходишь ловить, ничего не можешь поймать, а уже когда нужно уже домой идти, вот тогда клев начинается. Но мы же не будем так долго ждать. Мы не будем. Как можно, по-твоему, бороться с людьми, которые мусорят на природе? Если когда они ушли, нужно их вернуть, чтобы они сами убирали, заставлять. Когда перестанут? Было бы хорошо, если убирали бы за собой. Если каждый унесет то, что принес или сожжет, то мусора не будет. Такое место красивое загадили. Как это часто бывает в местах, про которые знает больше одного человека, всегда очень много мусора. Почему-то так трудно его забрать с собой тем, кто здесь отдыхает. Идешь со мной Куда? походить? А? По воде походить. По воде? Ты умеешь по воде ходить? Да. По воде ходить умеет, Бах. Сейчас мы тут немного проберемся. Ты знал, что твой племянник умеет по воде ходить? Сейчас проверим.
Какое самое яркое впечатление из твоего детства, проведенного здесь? Что тебе запомнилось больше всего о Джумолшкана? С гор на саньках скатывались, на речку, вот на Аргун, рыбачить ходили. Ну, я так понял, в целом особо ничего не изменилось, да? Ты продолжаешь то же самое делать? Да. С горки катаешься зимой? И до сих пор катаемся. Как ты думаешь, какие есть плюсы и минусы жизни в горах? Ну вот можешь перечислить то, что тебе нравится и что не нравится. То, что мне нравится, здесь природа красивая. Прохладность, летом не слишком душно и жарко, как внизу. И что прожить тебе здесь не особо так много денег нужно, потому что основные продукты, овощи, все это ты выращиваешь в своем огороде, скот ты держишь, молочные продукты, свое мясо, свое в основном. Единственное то, что здесь трудно, это для перспективы работы для молодых и дорога туда и обратно ехать некоторым. Туда, в город? Да, сложно. Ну, далеко и все. А ты сам часто в городе бываешь? Неделю, 2-3 раза. Иногда 3-4 недели проходит, что не еду. Иногда почти каждый день. Получается. Ну, если смотря какое-то как дело, дела, да? да, появляются. Нравится тебе вообще в городе бывать? Ну, где-то на часок пойти посмотреть. Потом Можно. обратно хочется? Ну, там в основном летом мне там вообще сразу душно становится. А зимой? Зимой там Два всегда, часа, всегда зимой там всегда сыро, пасмурно, а здесь в основном солнце, тепло зимой. По твоему мнению, идеальный день в горах, опиши его. Каждый день видел. Проснулся, помолился, скот выгнал, завтракал. И отдыхаешь, да? Если работы нет, отдыхаешь, хотя в горах не бывает дня без работы, но иногда можно. Как вот я, например, когда в горы приезжаю, что бы я ни делал, для меня это отдых. А что для тебя отдых? Встречать гостей, сидеть с ними. Значит, значит надо почаще к тебе приезжать, да? Чтобы ты отдыхал почаще. Да. Ладно, вот ты отдохнул, потом после отдыха. После отдыха, в основном вечером обратно скот собираешь, загоняешь домой. И основной здесь, в данный момент, основная работа это сенокос. Ну, скот загнал и опять отдыхаешь, да? Скот загнал и опять с гостями сидишь. С друзьями, с гостями. Хорошо, давай другой вопрос. Что вот из повседневных обязанностей твоих, ну, то, что ты делаешь во дворе, что обязательно надо делать каждый день? Что можно пропустить, а что вот всегда надо делать? Каждый день это выгнать скот и вечером собрать. А остальное можно по желанию, да? Остальное не обязательно каждый день делать. Друзья, сейчас мы встретили Тимура. Это человек, с которого, он, можно сказать, легенда этого канала. С него началось все. Он нам организовал первый поход в Чайсы. И сейчас он нам предлагает совершить новое путешествие. В 2 словах, что ты предлагаешь, а мы в комментариях решим, Чайринский подписываемся водопад. на это или нет. Как? Чайринский водопад. Там красиво, да, ты Да, говоришь? говорят, красиво. Посмотрим на месте уже. Ну, я доверяю тебе, потому что ты человек, который впервые, как бы, можно сказать, дал начало нашим походам. И ты сейчас, я думаю, опять что-то классное предлагаешь. Напишите в комментариях, хотим мы туда отправиться или нет. Аман, последний вопрос. Что самое главное в жизни?
главная жизнь это жить по правилам того, кто создал этот мир, по его правилам, которые он установил для всего человечества. Быть полезным для людей, совершать благие дела, сторониться плохих дел. Чаще снимать ролики на ютубе. А? Чаще снимать ролики на ютубе. Амат, спасибо, что провел этот день с нами, с зрителями, что показал нам немножечко своей жизни. Да, да. И вырезать еремовый. А? И вырезать еремовый. Лауди. Это, видишь, сход торду, а просто... Нет, мы сбежим дуэла и все. Как мы алца, видишь, он? Просто цифру. Лауди немного стесняется. А вот Лауди.